Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 13 апреля, четверг, как всегда, последние новости. У нас их сегодня очень много, и все они важные. Начну с самых последних. Со ссылкой, Вашингтон-Пост, со ссылкой на еще один расшифрованный документ Пентагона, который стал достоянием гласности в результате утечки, печально известной утечки секретной документации Пентагона, сообщает, что появилось подтверждение. Один из этих документов под грифом «Совершенно секретно» сообщает, что Китай одобрил предоставление России летальной помощи в войне против Украины. И сделал он это в феврале месяце. То есть документ сам датирован 23 февраля этого года. И это результат перехвата электронной разведки. То есть работало Агентство национальной безопасности. Документ основан на полученной информации из СВР. То есть теперь оказывается, что кроме Генерального штаба, кроме ГРУ, кроме Вагнера, американская разведка проникла, причем глубоко, и в СВР до такой степени, что перехватывает, читает ее секретные материалы. Значит, в этом документе говорится о том, что, то есть в документе, который стал утек из Пентагона, говорится о том, что по данным Signal Intelligence, это электронная разведка, СВР сообщил, что Центральная военная комиссия Китая одобрила поэтапное предоставление оружия России, но хотела, чтобы это держалось в секрете. В документе не указывался источник информации СВР, но говорится, что китайцы хотели бы, чтобы, эта информация скрывалась под видом обычных поставок нелетального или товаров невоенного характера. Гриф «Совершенно секретно», с очень ограниченным кругом распространения. Комментируя эту утечку, представитель администрации США, представитель правительства заявил, что с тех пор мы не имеем подтверждения, что Китай действительно поставил России какую-либо летальную помощь или вообще существенную военную помощь. Ну что, я смотрю, что вот это раскрытие документов Пентагона все добавляет очки Соединенным Штатам Америки. Каждый день все больше. То есть мы имеем здесь в результате утечки, мы имеем следующее. Стало известно о намерениях Египта поставить 40 тысяч ракет для системы ГРАД российского. Не состоялось. Видимо, американцы получили информацию, наехали или поговорили. Не состоялось. Представитель Египта сказал, что у них и в мечтах, и в страшном сне такого не было. Затем Турция, одна из компаний, которая вела переговоры о поставке оружия Вагнеру через Мали, тоже не предприняла никаких действий в этом направлении. Ну и теперь вот Китай, сколько мы слышали в последнее время заявлений о том, что Китай нейтрален, он не поставлял, не поставляет и не собирается поставлять никакой помощи. Китай полностью, на стороне мира, добра и света. То есть после вот этого публичного раскрытия, видимо, американцы переговорили и с китайцами, и пригрозили, что, опубликуют те развединформации, которые у них есть, которые показывают, что Китай лжет. А Китай – это страна, которая позиционирует себя как серьезная держава, которая не может быть, не должна быть увлечена публично, схвачена за руку на пошлой, мелкой лжи. Таким образом, вот 3 расстроенных операции государств, которые готовы были помогать Мордору, это несомненный плюс работы американской разведки. То есть это не только получение качественной информации о замыслах противной стороны, но это еще реализация этой информации в ходе Вот это и есть активное мероприятие, то есть использование информации до достижения
нужных поставленных целей. А цель была не допустить оказания помощи России со стороны этих государств. Ну, здесь, с другой стороны, возникает, конечно, вопрос о том, что возможности вот эти все, раскрытие вот этих всех эпизодов через утечку из Пентагона свидетельствует о том, дает контрразведке Российской Федерации возможность попытаться хотя бы вычислить, откуда, именно как, на каком канале, этапе произошла утечка, и таким образом попытаться ее в дальнейшем предотвратить, что не есть хорошо. Но, с другой стороны, вы помните, что американцы, как они раскрывали свою суперсекретную информацию с конца октября прошлого года, когда начали публично раскрывать информацию о подготовке Кремля к агрессии против Украины. Там был вообще фонтан этой совершенно суперсекретной информации, которая подтвердилась. Американцы ее раскрывали для того, чтобы не допустить, остановить агрессию. Это не получилось. Но, тем не менее, они шли на это, не опасаясь. То есть они были уверены, что это совсем не обрубит их каналы получения развединформации. И вот мы видим, что это так. Сейчас, более чем через год после начала агрессии, оказывается, спецслужбы США по-прежнему проникают в святая святых Мордора. Что не есть хорошо для него, для Мордора, накануне предстоящего контрнаступления ВСУ. Это должно вызывать в Москве, в Кремле замешательство. Потому как, как воевать, как отбиваться, когда все твои планы тут же становятся известны американцам, а значит и ВСУ. Еще один вопрос, который у меня возникает в связи с публикацией вот этой конкретной информации по поводу Китая, исходящей из СВР. Почему о решении Центральной военной комиссии Китая Москву, Кремль информирует СВР? Ну, при чем здесь разведка? Разведка вообще занимается добычей и, поставкой в инстанцию информации, добытой по своим каналам. Каналы специфические. Это или агентурная информация, или тоже электронный перехват. То есть вот что это? Здесь в пентагоновском документе не говорится, откуда СВР получила эту информацию. Хотя обязательно в документе российской разведки с этого должно начинаться. По данным полученным, и там вот в нескольких словах описывается источник. И я полагаю, что американцы намеренно это не написали, упустили эту информацию. Таким образом, вызывая у китайских товарищей вопрос, откуда СВР получила эту информацию. Если китайцы хотели сообщить об этом по официальным каналам, они бы сообщили через МИД, они бы сообщили это через посольство в Китае. Есть там военный атташе, который представляет Министерство обороны. Пусть там будет военный атташе, который представляет ГРУ. Окей, все это прокатывает. Но при чем здесь СВР? Она не имеет к этому никакого отношения. То есть возникает возможность, что СВР, в свою очередь, получила эту информацию в Китае путем прослушивания уже китайских источников. И тут вот возникает деликатный вопрос взаимоотношений. Я думаю, китайские товарищи могут поинтересоваться у своих российских союзников, откуда они взяли эту информацию. И не занимаются ли они, не дай бог, шпионажем. То есть холоп, не шпионит ли он за хозяином. Ну и, наконец, то есть вы видите, какие потрясающие последствия этой утечки. И, наконец, судя по всему, вот одно из последних, несколько минут назад поступило сообщение, что наконец-то вроде ФБР вышло на человека, который, как предполагается, является первым, кто выбросил вот эти документы Пентагона в интернет. И им, как предполагается, является 21-летний гвардеец, летчик
из форта Брага по имени Джек Тейшейра. 21 год. Он, наверное, еще это Форт Браг, там находится, значит, знаменитая военная академия Соединенных Штатов. И помимо этого там находится центр военно-воздушных сил, десантных войск и сил спецопераций. Его должность называется гардсмен, то есть он или же национальный гвардеец, а может он там где-то, не знаю, может он работал в охране. Короче говоря, дичайший вопрос. Но каким образом человек в Форт Браге вообще, на любом уровне, даже командующий этим центром, какое он имеет отношение к совершенно секретным документам, относящимся к войне в Украине, Китаю, к Турции и так далее? Никакого, совершенно. Этим документам там нечего было делать совершенно. Я повторяю, даже командному составу этого центра, уж не говоря о 21-летнем пилоте или охраннике там, или как-то его называть. История этого охранника, вообще история, как это все появилось в интернете. Значит, последний раз я рассказывал вам по этому вопросу, и мы остановились на том, что там был подросток, который на каком-то этапе переслал эту информацию с одного чата, это в Дискорде, другой, это был связанный с Ютубом сервер WowMao. Ну, нашли этого, пришли к папе, пришли к маме, поговорили с этим подростком, он действительно был подросток. Потом другой согласился говорить с журналистами. До этого, наверное, с ФБР, конечно, переговорили. И вот какая получается картина. Некоторое время назад, несколько месяцев, еще в прошлом году, в одном из чатов Дискорда собралась группа подростков, которая назвала себя, ну так, SAG Striker Central, или Central, можно перевести как центр или банда ударных бандюков или отморозков, ну так, в шутку. Вообще, судя по всему, там это были подростки, которые открывали для себя мир, говорили обо всем, о политике, там, о религии, ну, о всем. То есть, видимо, были не идиоты, они интересовались такими широким кругом вопросов. И в один прекрасный день там появился незнакомец под псевдонимом OG. И вот, судя по всему, это и был вот этот 21-летний летчик. Он был существенно постарше, чем все остальные, и он захотел как бы так стать там доминантом, доминирующим. Зачем это нужно 21-летнему военнослужащему? Вот это большой вопрос. То есть у меня вот из всего этого сложилось впечатление, что парень с комплексом неполноценности, которого одногодки, видимо, не шибко уважали, и вот он пришел в компанию более мелких, как говорится, и решил там показать, что он король. Для этого он начал выкладывать информацию, вот эту из этих файлов Пентагона. Начал он это делать, внимание, то есть до сих пор считалось, что эта информация касалась документов с февраля этого года. Чего подобного. Он начал выкладывать несколько месяцев еще в прошлом году. Сначала он проводил колоссальную работу. Каждый день он проводил не менее часа для того, чтобы с вот этих файлов, которые были в его распоряжении, напечатать свои собственные информационные сообщения, и потом он постил их в этом чате. Зачем он это делал? Для повышения авторитета. То есть он показывал, какой он осведомленный, серьезный чувак. Он там оперировал неизвестными, непонятными для вот этих пацанов терминами, сокращениями. Но он добился своего. Он стал для них гуру. То есть они его зауважали до такой степени, что вот когда с ними беседовали журналисты, они отказывались называть его имя. Эти пацаны, они говорили, он наш самый большой друг. То есть он стал для них как вот секта, а он для них как пастор типа. Ну вот, потом, значит,
один из тинейджеров этот документ, один из файлов, несколько файлов, передал в Майнкрафт, потом оттуда это перекочевало в 4chan, а затем она уплыла все в Твиттер и в российский Телеграм. Но еще на начальном этапе вот это 25 человек изначальных, там, как оказалось, были люди не только из Соединенных Штатов Америки. Они были фактически со всего мира, включая Россию и Украину. То есть там были пацаны и из Украины, и из России. Но первое, как я вам рассказывал, первое свидетельство о том, что там прикоснулись руки или пальцы, связанные с Российской Федерацией, появились уже, когда эти файлы перекочевали из Дискорда в 4chan, и там вот произошла фальсификация. Резко поменяли цифры, резко уменьшив российские потери в живой силе и резко увеличили украинские. Больше пока не обнаружено никаких фактов подделки или изменения этих файлов. Последнее появление вот этого OJ, участники этого форума зафиксировали где-то в марте месяце, во второй половине марта. Он был взволнован, подавлен. Он сказал, что грядут какие-то страшные последствия, дай нам Бог все это пережить. И сказал, что он должен, скорее всего, должен будет исчезнуть. Призвал их все стереть. Ну вот, с этим он исчез. То есть, по большому счету, нужно полагать, что помимо вот этих около 100 документов, там он писал еще в течение нескольких месяцев, чуть ли не каждый день, просто в письменном виде излагал содержание других. И вот они сейчас будут анализироваться спецслужбами Соединенных Штатов, ну и посмотрим, что они с ними будут делать. Пока вот такое впечатление, пока ни Россия, ни Китай никоим образом не пытались использовать эту утекшую информацию в своих целях, потому что, видимо, не видят возможности, как они могут это сделать. Ну, 2 цифры поменяли, но настолько тупо они это сделали, что это свидетельствует против Russians, а не за них. То есть они поменяли эти цифры, их тоже схватили за голову, то есть за руку, как подмастерье какое-то неумелое. А вот американцы, ну, вы видите, вот я вам перечислил, по крайней мере, 3 успеха, которые очевидны и которые служат подтверждением превосходства американских спецслужб и то, что они умеют быстро использовать полученную разведывательную информацию. Это плюс. Минус, конечно, нельзя так работать. Никак нельзя работать в Форт-Браге, в центре этих самых спецопераций. 21-летний, он же только так по большому счету только совершеннолетним становится. Ему вот только с 21 года пиво можно покупать в магазине, у него уже доступ к совершенно секретной информации. Если только не окажется, что он где-то ее спер, что-то у него там какой-то неблагополучный начальник или начальница. Ну, в общем, судя по всему, как ожидается, сегодня должен произойти арест или задержание этого парня. Следим дальше. То есть я вижу так, что дальше американские спецслужбы будут анализировать ту информацию, которая утекла, ну и будут смотреть, что из этой информации можно дать утечку, с тем, чтобы, утекла так утекла, но хотя бы пользу на этом поиметь какое-то. То есть это будет называться активным мероприятием. Все равно утекла, но так хоть использовать теперь в плане активных мероприятий. То есть еще раз, помимо вот этот документ свидетельствует о том, что еще один плюс – это проникновение в СВР, ну а также, оказывается, и Китай, то есть Соединенные Штаты получают суперинформацию благодаря
проколом в СВР, то есть на канале СВР провал, который американцы использовали для того, чтобы получить компрометирующую информацию по Китаю, свидетельствующую о том, что Китай, ее лидеры нагло лгут. Говорят, что мы нейтральные, и в это же время вот таким образом собираются якобы поставлять оружие. Хотя, опять-таки, я подчеркиваю, я бы на 100% не верил СВР, поскольку непонятно, какое отношение СВР имела к вот этой информации. Если только они ее как-то там не перехватили своими шпионскими методами. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. Желаю вам всего хорошего, твердой надежды, что мы победим, и до новых скорых встреч.